Возбуждение и восторг. Перед взлетом сердце начинает биться быстрее, а в голове крутится мысль: ну все, полетели в Мексику на ретрит-шединг. Пересадка на местной авиалинии, и опять летим до аэропорта Вилаэрмоза вглубь страны. Как только полет стабилизируется, приходит расслабление, и можно насладиться видами из иллюминатора. Теплое приветствие каждого участника ретрита песни «Очень рады, что ты здесь». Дальше поездка на автобусах еще около 3 часов, прежде чем мы достигнем места своего лагеря Паленке. Где я? Это джунгли. Добро пожаловать в незабываемое путешествие по Мексике. Готовьтесь увидеть яркие краски, услышать звук обезьяны ревун и почувствовать атмосферу природы. Bienvenidos a México! Композиция из живых разноцветных лепестков в широкой чаше с водой передает атмосферу спокойствия и элегантности. Это Темаскаль, мексиканская паровая баня со времен ацтеков и майя. Теплая и уютная кухонная печь на дровах. День-день, какая прелесть! Голубизна роскошного бассейна с фонтанчиками имитирует природный водоем. Эко-домики с соломенной крышей и естественной теплоизоляцией сохраняют архитектурный стиль и прекрасно вписываются в природу джунглей. Специальное освещение и ненавязчивая подсветка по всей огромной территории делает акцент на красоту и романтику. В первый день проходит церемония открытия конференции и знакомства. Долгожданная экскурсия по древней цивилизации, где каменные пирамиды рассказывают о великой культуре, существовавшей задолго до нас. Паленке – древний мистический город, основанный в 100 году нашей эры. Это пирамиды, заросшие джунглями. Фактически, мы идем по древнему городу, между массивных храмов и площадей, где когда-то кипела жизнь. Мини-стадион для игры в мяч уже без колец. Ученые предполагают, что они были из дерева и не сохранились. Разнообразные поделки в стиле майя можно купить у местных мастеров. В этом парке всего 1690 пирамид и строений, а открытых и доступных всего лишь 20. Строения города выглядят мрачными и серыми, а во времена майи были окрашены красным цветом и отделаны синим и желтыми барельефами. Рассвет города Паленке пришелся в период с 630 по 740 годы. Самым ярким и влиятельным правителем был Пакал Великий. Чуть позже, после 900 года, город опустел, и джунгли стали поедать его. Когда в 1746 году испанцы обнаружили эти поселения, сюда потянулись различные археологические экспедиции, которые и по сей день раскрывают тайны загадочного места. Поездка на руины – это отличный способ почувствовать себя археологом. Какая роскошь быть здесь, в загадочной атмосфере иного народа! Это вход в гробницу Красной Королевы, жены Пакала Великого. Одним из известнейших мексиканских археологов был Альберто Рус-Люильер. Это он в 1952 году открыл гробницу Великого Пакала в храме надписей и сам был похоронен здесь в 1976 году под деревьями перед этим храмом. При всем воображении в чудо древней цивилизации индейцев трудно поверить. Если не они, то кто? Что, а строить майя умели.
Сегодня вечером формы демонстраций, организованных в Вайолет. Каждый участник может продемонстрировать плавные движения медитации тайчи или цигун, которые тоже основаны на плавности и гармонии энергии. Джулия – настоящий мастер. Рядом с ней все замедляется, появляется ощущение спокойствия и уверенности, а ее движения словно гипнотизируют. Высокий уровень тайчи можно увидеть не только в форме движений, но и в состоянии мастера. Он излучает уверенность и мощь. Это не просто плавные движения, это глубокая гармония тела, разума и энергии. Каждый жест наполнен смыслом, движется не только тело, но и внутренняя сила. Тайчи – это круто. Отсутствие лишнего усилия, минимальные внешние движения приводят к мощному эффекту. Несравненная Шарон, мастер высшего класса, абсолютная расслабленность, контроль энергии, точность и осознанность, взаимодействие с окружающей средой. И это все Шарон. Моя героиня Вайолет, журналист по образованию, достигла высшего уровня по опыту тайчи. Она ощущает потоки энергии внутри себя и может направлять ее осознанно. Плотный график ретрита шединг позволит не только освоить программу по тайчи и цигун, получить опыт медленных плавных движений и работы с энергией, но и отправиться в увлекательные походы к водопадам и руинам древней цивилизации майя в Мексике. Лодка с цветами – мексиканский стиль украшения интерьера, а за окном палапа – это столики под круглыми соломенными крышами. Грибочек маленький, но очень ядовит. Чем прекрасней, тем опасней. Будьте осторожны. Экскурсовод, житель джунглей, демонстрирует на себе народную медицину – лечение змеиным ядом. Сначала он провел инструктаж поведения. Надевать плотные ботинки, всегда смотреть под ноги и избегать наступать на камни или бревна, под которыми могут спрятаться змеи. При укусе сохраняйте спокойствие и ограничьте движение, чтобы замедлить распространение яда по организму. В Паленке есть зоопарк и реабилитационный центр для раненых и спасенных животных под названием «Алюксес Экопарке». Придорожные гостиницы в окружении природы обещают комфортное размещение и Wi-Fi по приемлемой цене. Фламинго – это розовые грациозные танцоры, которых не хочется покидать. Гигантские черепахи. Они пережили миллионы лет. Сейчас находятся под угрозой исчезновения. Почему обезьяны любят бананы? Да потому что они не могут заказать пиццу. А как крокодил охотится? Лежит, не двигается и ждет жертву. Почему лемур всегда в хорошем настроении? Потому что у него хвост, как антенна, ловит только позитив.
Отправляясь в поход на водопады в джунглях, гид предупреждает об опасностях, в том числе ядовитых растениях, которые представляют серьезную угрозу для человека, ядовитые лягушки-древолазы, змеи, анаконды, ягуары, пауки, тарантулы и многие другие существа, которые входят в фауну и флору джунглей. Я безумно рада, что имею такую возможность быть среди природы. Скорее бы окунуться в воду, из которой не захочется вылазить, но для этого сначала надо добраться. Каскад водопадов Аква-Азул, переводится как «голубая вода», находится на реке Рио-Хонда в штате Чиапас, Мехико. Водопады пользуются популярностью у туристов благодаря своей красоте, близости от Паленки и возможности освежиться в прохладной воде. Сюзанна в причудливых позах фиксирует кадр. Такой уж удел фотографа страстного в поисках кадра быть немного безумным и классным. Обычно корни деревьев разрушают любые строения, но в данном случае благодаря им наши ноги цепляются за них и идешь как по ступеням. Шаг за шагом мостик раскачивается под ногами, дыхание замирает. Сколько прошли мостов, столько неизвестных ожиданий. Интересно, что там за мостиком? Идем вниз по течению, а там шумит река, раскрывая тайны джунглей. Это один из множества каскадов водопада. Какое счастье! Мы дошли, увидели, прочувствовали. И пусть усталость во всем теле, душа все равно летит вперед, туда, где ждут новые дороги. Водопад серебряного цвета превращается в синюю гладь, в которой отражаются зеленые стены джунглей. Какая роскошь быть в контакте с окружающей средой! Не выдержала, бросила камеру и побежала окунуться в прохладу водопада. И, конечно же, медитация, единение с природой. Закрыв глаза, растворяюсь. На большом гладком камне сидят счастливчики. Они машут руками, кричат что-то в шуме водопада, подбадривая смельчака, идущего наверх против сильного течения. В этот момент нет ничего, кроме радости, свободы и ощущения, что мир прекрасен. Возвращаясь назад, каждая ступенька дается с трудом, и джунгли отпускают нас. В сервис-центре пересекаются дороги туристов со всего мира, а нас ждал автобус, чтобы возвратиться в гостиницу. Hello, I'm Violet Lee. I'm a Qian style Tai Chi inheritor, and that's why I'm here and to participate in this Tai Chi and Qigong retreat in Mexico. This beautiful, beautiful resort in Tolantango. Can you hear the monkey? The monkey is howling, and we are actually in the jungle. Yes, this beautiful resort is in a jungle. And in the past few days, we have been here and learning all kinds of Tai Chi and Qigong and exercises. And we have about 50-some people from all of the United States and also from Europe and Mexico join us. And we learn from all different kinds of styles and then from 10 different teachers. So it was fun. Oh, yes, the monkeys. Hey! Well, it's not as good as it used to be, and I look forward to working with her to make it better. Hi, I'm Rachel Santos.
one of the participants of the Mortal Sisters Conference, this time known as Shedding, which we are doing as a 6-day retreat here in Palenque, Mexico, Chiapas. And today we just had a beautiful visit to some waterfalls and got bathed in the jungle and Snake Chief for the Year of the Yinwood Snake. And we have a beautiful community here with us. A couple of words. Yes. I would like to give you a couple of words. Please, Words of love, please. words of joy, words of abundance, words of compliments, light. This is a test of the emergency broadcast system coming live from, where are we? Mayabel. Hey, tonight we're having a talent show. And we're going to have dancing, we're going to have singing, we're going to have poetry readings, you name it. You know, there's so much talent here. So we're going to have a lot of fun at the party. And then after that, we're going to burn our paper books, you see, because in this book, we're going to write down everything we want to get rid of, anything we want to shed, anything we're done with. You know, you're done with more like the scale and ambition. the overeating, you're done with self-judgment, you're done with judging others, you're done with cruelty, you're done with anything that doesn't benefit you. And then we're going to take the paper, we're going to throw it in the fire. Aspects of being in a theater. Hi, my name is Gary Mazzotti, and I just wanted to kind of comment on the trip here and the retreat that we've had. I found it was a great opportunity to learn new Qigong, Tai Chi forms, and especially working with Violet Lee. Sifu Lee has been an inspiration to many of the Tai Chi players, and I found it was really nice to work with her. She took time to... My name's Mike, and I do Chen style Tai Chi and Qigong and Hunyan Qigong. And I've had an amazing time here. This place has really deepened my practice, and it's made things so much easier for me. And great community, great time, amazing people. I'm John. Very good. What you doing here? I'm learning all about Qigong, Oh, and spiritual things, and health Qigong. and you heard monkey? I do. Me too. Saw a lot of monkeys this week, too. Human and real ones. My name is Catherine Davis. I'm a Qigong teacher. I specialize in medical Qigong for healing the mind, the body, and the spirit. And this has been a wonderful experience here in Mexico, so I am very grateful to have had the opportunity to be here. Последний вечер нашего ретрита было шоу талантов «Открытый микрофон». Ведущая Джулия Кулакова. Let your soul be your source of navigation. Let your soul be your source of navigation. В некоторых выступлениях участвовала вся группа ретрита «Шединг». Было очень атмосферно, тепло и весело. Спасибо всем организаторам этого мероприятия. Побывать на ретрите «Шединг» для меня оказалось важным событием, меняющим жизнь на 75-м году. Я убрала из своего рациона хлеб, сахар и соль. Чувствую себя намного чище и легче. Вайолет – путешественник с большим оптимизмом и позитивом. Вот и сейчас заметила цветок кувшинки, аромат которой ассоциируется с чистотой, водой и утренней свежестью.
Мы с ней решили пройти вглубь джунглей для съемки клипа по тайчи и медитации. И с нами случилось невероятное приключение. Боже, как мы бежали оттуда через 20 минут. Это надо было видеть. И не успели закончить съемку, как я почувствовала легкое покалывание на щиколотке. Мы побежали со всей силы, смахивая с себя невидимых агрессоров. Муравьи уже лезли под одежду, по ногам, по рукам, по спине. Они оставили после себя следы, покрасневшие пятна, зуд. И главное, урок на будущее. Никогда этого не забуду. Прощайте, мангровые заросли, гигантские могучие деревья, колоритные бабочки и невероятно хорошая погода, плюс 24 по Цельсию. Момент веселых рожиц на память перед отъездом из Поленки для истории. Водитель проверил багажник и махнул рукой «Пора». Один за другим мы заняли места, и машина мягко тронулась. Едем в аэропорт. Джунгли постепенно отступали, превращаясь в редкие рощи, потом в пригороды. Мексика оказалась намного круче, чем я думала. Теперь буду знать, что можно смело ехать сюда и путешествовать. Благополучно добравшись до столицы Мексики, мы провели целых 2 дня в городе. Гостиница «Газа Гонзалес» в мексиканском стиле предлагает комфортные номера с бесплатным Wi-Fi. Ухоженные дворики с цветущими садами создают атмосферу уюта. Отель находится поблизости от главных туристических достопримечательностей. Люди приветливы и дружелюбны. Войдя в номер, сразу ощущаешь облегчение и прохладу, смешанную с ароматом дерева и свежести. Просторная комната в теплых терракотовых тонах, а по стенам разбросаны картины неизвестные. Главный центр притяжения – огромная кровать. Как хочется растянуться и закрыть глаза, зная, что впереди еще 2 волшебных ночи в сердце Мексики. Буфет со шкафом с хрустальной посудой и традиционными мексиканскими куклами, которые считаются здесь символом культуры и искусства. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь витражное окно, распадаются на сотни разноцветных бликов. Деревянные столы покрыты льняными скатертями. На каждом сервиз, фарфоровые тарелки с тонким узором. Как приятно почувствовать себя аристократом, хотя бы за завтраком. Монумент «Ангел независимости» не только архитектурный шедевр, но и важный символ мексиканской идентичности и истории. Колонна высотой 36 метров увенчана 7-метровой позолоченной статуей богини Победы – Ники. Основание украшено бронзовыми скульптурами, символизирующими закон, войну, правосудие и мир. На лицевой стороне надпись «Нация героям независимости». Монумент «Ангел независимости» является центром национальных торжеств и памятных мероприятий. В 1821 году Мексика обрела независимость от Испании, и Мехико-Сити стала столицей страны. Поход в ближайший дом-музей Каса де Каранза с революционной историей, думаю, будет познавателен. Это Дали, мой персональный экскурсовод и большой любитель истории. Здесь жил президент Мексики Венусиано Каранса в 1917-1920-х годах. Музей представляет возможность ознакомиться с историей мексиканской революции и роли президента в развитии страны. В экспозиции личные вещи, документы, фотографии и предметы быта того времени. Это страна, которая может гордиться своим наследием.
Фотографии 218 членов Законодательного совета, который сыграл большую роль при утверждении Конституции государства в 1917 году. Президент Венустиана Каранса, привыкший к простоте, любил начинать день с чашки густого атоле, приготовленного по рецепту бабушки. За обеденным столом частенько решалась судьба Новой Мексики. Он был известен как человек, посвятивший свою жизнь политической борьбе, а не семейным делам. Хотя у него была семья, дети, его главной привязанностью всегда оставалась Мексика как государство. В библиотеке коллекция книг по истории, праву и философии, что подчеркивало его интеллектуальные интересы и стремление к реформам. В музее показаны различные помещения дома, включая кухню, ванную комнату, спальню и библиотеку. Также выставлена окровавленная пижама, в которой Каранса был убит в 1920 году. В музее хранятся личные вещи мексиканского лидера революции, включая расческу с его волосами. Это говорит о том, что как бережно относятся к памяти о Карансе, который был ключевой фигурой в революции и президентом Мексики. Хранение таких реликвий воспринимается не только как связь между посетителем и исторической фигурой, но и как материальное наследие. Коллекция оружия с его именем, а также предметы, связанные с важными историческими событиями того времени. В многомиллионной столице Мексики 21,8 миллиона человек. Нету подземного метро. Вместо него есть система метробусов. Это огромные длинные автобусы. Всего 7 линий, каждая из которых обозначена своим цветом. В воздухе витает аромат свежей кукурузы и острого чили, перемешанный с дымком жареного мяса. Тротуары здесь пахнут дождем и пылью, но город не знает уныния. Фасады домов окрашены в яркие оттенки. Часто стены украшают мурали, масштабные граффити, рассказывающие о мексиканской истории и традициях. Здесь можно встретить как богатые районы с небоскребами, так и старые кварталы с лавками. Эта смесь прошлого и настоящего делает улицы особенно интересными. Ура! Я на правильном пути. Подхожу к Вакс-музею де Сера. Давно мечтала посетить восковую страну чудес, которая оживляет культовые фигуры. Марго Антонио, певец-продюсер. У входа фигура Дональда Трампа. Надо запечатлеть момент. Мисс Мира Эвис Ленин. Бэд Банни, рэпер-певец. Алекс Лора, рок-певец, группа L3. Фернандес Висенте, мой любимый голос. Паркер Макколум, суперзвезда кантри-музыки. Привет, Манан! Это молодой профессор-лингвист. Саул Канело Альварес, боксер Мексика. Таня 7038, YouTube. Винсенто Ван Гог, Пабло Пикассо, Сальвадор Дали, Фрида Кало, Фернандо Ботеро, Джозе Луис Гуэвас. Королевская династия в Англии. Мне удалось постоять рядом с почетными политиками и спортсменами. Далай-лама и президент Боливии Эво Моралес. Барак Обама и писатель Габриэль Гарсия Маркес. Папа Иоанн Павел и мать Тереза. Восковые фигуры выглядят так реалистично, что иногда от резкого поворота проскакивает мысль, что со мной стоит рядом какой-то знакомый. Леонардо да Винчи со своей Джокондой. Франциско де Гойя – художник-романтик. Я отлично провела время, узнала и увидела много знаменитых и талантливых персонажей разного периода. Множество храбрых героев-патриотов-мексиканцев в борьбе за независимость представлены в этом музее.
Эмилия Кларк и Питер Динклейдж – герои телесериала «Игра престолов». Комика с мировым именем Чарли Чаплина знают все. Не менее известная рок-группа «Битлз». Комната восковых спортсменов – это место, где идеальные тела застыли в вечном моменте триумфа. В этом музее вы не просто наблюдатель, а участник звездной тусовки, где каждая фигура готова поделиться с вами своей уникальной историей. Мадонна и Леди Гага – две королевы эпатажа. Мэрил Стрип готовится к своей очередной оскароносной роли. Алекс Синтек, кажется, вот-вот возьмет в руки синтезатор и устроит концерт. Эл Витор, голливудская звезда, телеведущий, комик с узнаваемым имиджем, расческа за поясом. Спускаюсь по винтовой лестнице в преисподнюю. Если вы готовы испытать мурашки по коже и окунуться в атмосферу страха, подвал музея восковых фигур в Мексике ждет вас. Любители острых ощущений, вам сюда! Особый колорит добавляют монстры и вампиры. Мрачные комнаты ужасов оживают, и самые пугающие персонажи, каннибалы, вот-вот начнут двигаться на вас. Можно увидеть моменты пыток язычников во время Испанской инквизиции. Вот и закончилось мое путешествие по Мексике. Было все прекрасно, но с радостью еду домой в Нью-Йорк. Мексиканская культура имеет богатую историю, связанную с легендами и мифами о сверхъестественном. Мексика оказалась намного круче, чем я думала. Огромная страна с населением 129 миллионов человек. Это не просто точка на карте, а целый мир, в котором встречаются древность и современность, яркость и тишина. И, возможно, поэтому я путешествую. У меня появилась привычка говорить «gracias». Кажется, Мексика решила остаться во мне подольше и еще не все показала мне. Значит, однажды я вернусь. Спасибо за просмотр и благодарю за комментарии. До свидания.